Ladies and gentlemen, let's welcome to the ring, fighting tonight out of the red corner, Dmitry Chudinov. And I guess the theme could also be, oh brother, there's Fedor Chudinov, and now we see Dmitry Chudinov, 22 years old. He is 1-0, born out of Bryansk, Russia. Я видел себя уже с детства, занимаясь боксом, что я как профессионального боксера, не любительского. Когда я боксировал Европейской Европы, мира, предлагали, ну, все это дело на нет сходило. И все-таки молодой человек, 17 лет, куда ехать в никуда. Вот, я ничего не предпринимал, но была в голове мечта. Одно время зародилась. Непростые времена наступили в любительском боксе. Я не был первым номером во взрослой сборной. А что такое не быть первым номером? Быть вторым, третьим или на вторых ролях? Ты ездишь на сбор, ты все делаешь, но ты никуда не выстрелишь. Начал переговоры с океаном. Я понимал, что нельзя никого в курс ставить, только самому нужно это делать. Но тем не менее у меня есть младший брат Федя, который тогда... Сложная ситуация, так скажем, была во всех отношениях. Приехав к нему, сказал: слушай, братан, поехали. Я собираюсь, вот так и так. Все ему рассказал. Он все выслушал, ну и мы приняли решение, что поедем. Как все было? Приезжаем в Лос-Анджелес, прилетаем. Встречает нас наш менеджер, уже будущий менеджер Эдуард Гумашьян. Привозит в отель, все. По дороге говорит, в каком районе мы жить будем. Это называется Голливуд. Как интересно. Но неподалеку от аллеи звезд жили. Жили там в гостинице Хайгарден, отель называется. Первые 3 месяца. Так. Заключили контракт с промоутерской компанией TKO Promotions. Контракт на тот момент хороший. Устраивало полностью меня. Получили бонусы, деньги, и зарплату получали. И если бы, конечно, если бы, да, может что угодно говорить, но 7 месяцев было замечательно. Я помню, звоню менеджеру, говорю, а какой тренировочный процесс, как все будет вообще происходить в Америке? Он так улыбается, смеется, слышу в трубку, в 5 утра в подъем. Я говорю, а что такое он тут? Говорит, вот так, в 5 утра в подъем. В принципе, до 2 часов дня весь тренировочный процесс мы заканчивали, 2 тренировки делали. Иногда вечером 3 делали вначале. А почему такой режим был суровый? Потому что это, видите, там жарко. Там только солнце появляется в Лос-Анджелесе. К обеду такая жара наступает. А с утра более-менее прохладненько, нормально даже прям. Ну и также под вечер. И там проще вставать, наверное, в 5-6 утра. Многие встают очень рано там в Америке. И вот вставали рано, пробежка, утренняя тренировка, приехали, позавтракали и обратно уже специальная боксерская тренировка. Либо это боксерский зал, либо это спарринг. Куча про боксерский зал, 7 залов точно мы за все это время в разных посещали. Определенные договоренности были. А если, допустим, тебе чего-то говорят на английском? Я пойму, да. Но это потому, что я и пожил в языковой среде. I tell you, this is my dream. I study boxing when I be a little kid. I dream in boxing in pro, and this my dream come true. I'm ready to work. I want to work, and so we'll see what happens. По-английски говорят абсолютно везде, хотя бы чуть-чуть, абсолютно везде. Пришли времена первого боя. И брат пошел первый. То есть у нас профессиональный дебют, вечер бокса. Пришли на соревнования, типируют руки. Такие, знаете, для нас это новость была, потому что такая ракета собирается. Ничего себе в этом бить можно. Ничего себе, мне кажется, мы же бетон можно ломать. Ты первым же ударом вырвал бой. Одним ударом он нокаутил сразу. И я тоже выскочил, тут попал. All right, very good. And he comes out punching. Now Dmitry, as opposed to his brother, has less of a European style, and he lands a left hook right off the bat that caught Chenault by surprise, sent Chenault to the canvas within the first 15 seconds of the fight. He is much more aggressive than his brother Fedor. That's right, and his left hook is his best punch.
as we all saw. Yeah, Chenault knows that now, but he also he uses the left very well to the body, and he doubles up with it to the body and the head very well as well. Down goes Chenault again, and that's it. End of fight. Все случилось ровно так, как я хотел. Ну все, что теперь мне делать своей мечтой? Я теперь должен остаться здесь, в Америке, не поехав домой. Я с женой постоянно был на связи. Вот. У меня даже старший сын, знаете, как играл с игрушками? Берет вот так вот любую игрушку к уху. Потому что видел, как мы с женой общались по телефону. Кстати, первый бой по печени последний удар был, но он упал от удара справа. Был удар справа в точную голову. И в этот момент боксер пропускает удар и сознание теряет. Ну, через несколько секунд бывает такое. Так и получилось. Удар, и он уже все, пропустил его, и добавляя по печени, и он падает. То есть вот такое впечатление у них, что я от удара по печени он нокаутировал. Не, я думаю, что удара справа я он нокаутировал. Самое сложное для меня в тот вечер было позвонить. Тебе на тот момент сколько, 22 года всего было? Да, позвонить и сказать Галюне, слушай, я еще на месте держусь еще-то одного боя. И вот во время второго боя я осознал, что такое профессиональный бокс, потому что я совсем не помню боя, потому что я почти в самом начале первого раунда пропустил удар и по сути в стоящем нокауте провел весь бой. Выиграл его по очкам. В куче рассечений, оба глаза у меня были рассечены, но я выиграл этот бой. Я прям левый, и прежде чем бить левый боковой, я так широко опустил руку, начал бить правый. И Хантер резко мне встретил левым боковым на сейстепе, точно по челюсти. И я нырнул вперед. Первый раз я смотрел со стороны, супруга смотрела. Супруга сидела со мной, плакала, говорит, куда же я тебя отпустила? Как говорится, волков боятся в лес ходить. Назвался грузин, полезай в кузовок. Поэтому... Я после того боя уже все осознал, стал по-другому просматривать, пересматривать уже бокс и так далее. Вот. И следующий бой уже выиграл. Я просто вышел, боксировал, работал спиной, все, был готов. И просто 3 раза четко попал, и он 3 раза упал. Вы знаете, есть моменты, что когда накапливается количество ударов, когда вот человек... Да, это очень вредно. А тут просто 3 раза человека приземлил, и все, он свободный. Прошел бой, поехал домой, там, скажем, отдохнул, вернулся. И у меня бой с 35-летним, так сказать, ветераном мексиканцем. Это мой 4-й бой был. Он после меня вроде еще один бой бросил, но по большому счету, я помню, я должен был последний по программе, ну, мне сказали, что буду последний боксировать, а в итоге меня вообще вперед поставили. Я что-то слишком хорошо поел. Потом пошел, так скажем, вырвался весь в раздевалке после боя. Ну, по очкам выиграл, все, технично выиграл бой, все, проблем нет. Потом был бой с молодым боксером. Там я был действительно прям готов уничтожать любого. Ну, был в форме, в хорошей форме был. В первом раунде бомб нокдаун по печени под левшу всадил. Ну и потом просто избил его и бой остановили. Нокдаун за нокдаун избил его очень сильно. Я, честно говоря, думал, после второго раунда вообще остановит бой, потому что он вообще забыл, где он. Он пропустил удар, он не понимал, где он. Когда супруге показывал потом этот бой, она говорила, кто будет смотреть этот бой, как ты избиваешь подростка? Потому что у меня в тот момент 22 года был, по сопернику 18. Подошел момент, поехали в Россию. Отдохнул сначала лето, все, отдохнул, все хорошо. Ну и потом время подхожу, день, 2, неделя, другая. Звоню менеджеру, говорю, дальше что? Говорит, промоушенная компания, с которой был заключен контракт, вышла из бизнеса. Ну, то есть обанкротил все. Ну, в общем, что случилось? Я так и остался, так сказать, дома в Серпухове. Я устроился на работу в Газпромнефть. Советник по спорту мне там устроили. И я там тренировался, сам тренировался, все. И это длилось аж 1,5 года. Прошло время, и поехал один в Америку, без брата. Вот. Ну, Федя просто приехал. Он очень долго был один в Лос-Анджелесе, потом вернулся. Вот. И мы, знаете, вот как говорят, Америка рассорила братьев, да. Просто с братом на определенную дистанцию вышли. Набрали дистанцию. Признаться честно, конечно, это братские отношения в то время можно было бы, хоть это резко звучит, но можно было бы назвать идиотскими. Действительно, очень так все было непросто. Поэтому я поехал один, провел там, по-моему, бой. Получается, 1,5 года не был на ринге, уже где-то даже 2.
И вот у меня будет 6-раундовый бой с опытным боксером, с достаточным количеством боев, но Тони Хирш. Тони Хирш, да, хороший боксер, все, кстати, больше весил меня и так далее, но и весовой категории мы практически, по-моему, полутяжелом весе, наверное, получается, боксировали. Но ничего, провел бой по очкам, отдали победу, ну, выиграл бой, вернулся домой, побыл дома в Серхе и обратно вернулся, хорошенько подготовился, у меня был бой, там вес ездил, все, в хорошей форме был, с таким боксером, как Пол Мендес, латинос. Вот тут я так знаком был с латинским боксом, там, ударный, жесткий бокс, но какая же у них держалка, потому что я помню, я его бью, сколько же я его бил, все выдерживал, плавал, как говорится, пропустил удар, поплыл, все равно стоял. Но так я его не смог нокаутировать, дали нам, я бой выиграл, но дали ничью. Ну да. Дело в том, что есть совесть, да, честно говоря, есть некомфортно. Мне было крайне некомфортно и неудобно перед Алексеем Михайловичем Галеевым, от которого я ушел, уехал в Америку. И опять же, это правильно будет сказать, сбрыкнул по молодости. Раз, я хочу, я мечтаю, я поеду, тренировался, что-то жил как-то так чуть Газпром нефти работал. Наступил такой момент, он мне звонит. Встретились с Алексеем Михайловичем, пообщались. Он задал мне вопрос, как дальше карьеру свою видишь. Я честно признался Алексею Михайловичу, то, что я хочу от бокса, что реализовать это сможет один человек в нашей стране, это Владимир Ильич Блинов. На что Алексей Михайлович взял все в свои руки, позвонил, решил. В то время Умар Назарович Кремлев, он еще не был президентом АИБа, он был в то время тот человек, который только первые шаги в бокс вступал как спонсор. Да, как спонсор, вот в частности, вот меня в тот момент. Хренов вел проект, так скажем, Чудинов, да, Дмитрий подбирал мне соперников. Умар это за все это дело платил мне зарплату, за все платил, Алексей Михайлович тренировал. Вот так все началось. Потом Федя подключился, младший брат. Так как мы с братом были на дистанции, Алексей Михайлович нас поставил друг перед другом. Так, решайте быстро свои вопросы. И чтобы больше ничего не было. Все, с братом помирились и все, стали работать. Первый бой Джонатан Рикар был. Россию. Здесь будут у них и бои, потому что... Нокаутировал, все, проблем нету. А потом мне сразу дали бой 12-раундовый против колумбийца. Я его спокойно ударил вот, в первом раунде. Ну, выиграл, все. Проблем никаких не возникло, все я сделал. Получил звание чемпиона мира. Потом выиграл бой Грэди Брю, это получается... Кстати, бой с Грэди Брю, афроамериканского происхождения американец, которому я прям так был настроен. Прям, я знал этого боксера, я был здесь, он выиграл молодых, это, скажем, проспектов, хороших профессиональных боксеров. И я к нему серьезно готовился. Просто бью, и раз он не выходит. Уже после какого-то раунда не выходит в первых раундах. Я даже не понял, в чем дело. Я потом с ним разговаривал после боя в раздевалке. В коридоре, ну что случилось? Не надо, говорит, потулочку пустил уже. 42 год мужик, он все прекрасно понимает, что он не вывезет этот бой. Здоровье сохранил просто. Ну, понимал, что не справится. Владимир Викторович Хренов сказал, что надо ехать в Европу попробовать побоксировать. И выбрал очень неудобно, очень сложного соперника для меня, Патрика Мэнди. И потом я с ним подружился, с Патриком, он даже здесь был в Серхе на сборах 2 раза, да, вот по Серху гулял. Начался бой. Ну, боксировался, бах, попадаю, блин. Такие удары засаживал, у него же голова задиралась. Ему как ничего, как будто ничего не случилось. Он держит удар. Есть такой боксер, у меня, по-моему, держит удар человек, и все. И как бы я его ни бил, ну, не могу потрясти, и все. И ко всему прочему, у него была приличная скорость. И очень физически сильный был. Так что мы проводились, поборолись 8 раундов и дали нам ничью. Мне уложили швы на брови, все. Дожидаюсь, пока не сойдут швы. Мне говорят, что будет байк-шоу. Сталинградская битва, значит, в Волгограде. И главная кульминация байк-шоу будет мой чемпионский бой с
с Наварро. Готовился, согнал вес, сделал вес, все. Кстати, Наварро так и не смог вес согнать 72,6. Россия обрела еще одного боксера-чемпиона. Произошло это в Волгограде, где поединок мирового уровня стал кульминацией праздника в честь 70-летия Победы в Сталинградской битве. О том, кто такой Дмитрий Чудинов, как он стал чемпионом уже во втором раунде и почему после боя на ринг вышел хирург, мой коллега Алексей Петров. Для Дмитрия Чудинова сражение предстояло непростое. У противника, венесуэльца Наварро, было до этого лишь одно поражение при 12 победах. Но уже во втором раунде соперник пропускает удар по корпусу. За положенные 10 секунд подняться он не смог. Нокаут. Трибуны ревут. За битвой наблюдали почти 200 тысяч зрителей, в том числе участники известного мотоклуба «Ночные волки». Чудинов сам один из них. После победы глава мотоклуба «Хирург» не скрывает эмоций. 26-летний Чудинов, он родом из Иркутской области, считается одним из самых перспективных профессиональных боксеров в своем весе. Про него говорят, что не знает поражений. Возможно, потому что даже после триумфа немедленно пересматривает видео состоявшегося боя. Анализ ошибок, как своих, так и соперника. Вы знаете, так интересно было такое мероприятие. Иллюзионист на мотоцикле, меня клинику переселил. Вы знаете, прям бодрый я был. Так что все прекрасно, все это прошел. Удар один пропустил по сердцу, он мне дал Наварро. Ну, было неприятно. А второй раунд это такой очень острый удар я провел, после которого Наварро не смог восстановиться за 10 секунд. Я под правую руку перекрылся и со скачка ударил по печени. Попал точно в печень. И 10 секунд он посидел, но не смог он ничего сделать. Бой закончился. Старался в те бои там брать с собой супругу. Супруга там была со мной. Этот бой вошел как поединок, собравший максимальное количество людей за всю историю бокса. Проведение боев на бой. 250 тысяч было зафиксировано. Можете представить? Если, честно говоря, я когда стоял перед рингом, перед тем, как выходил, вот, иллюзионист меня заселял, я смотрел на это море людей, вот это, которые собрались, это просто непередаваемо. Не было видно конца, где люди заканчивают. Я столько сил потратил, чтобы согнать вес, провести чемпионский бой, чемпионский, и уже через месяц уже следующий бой. Признаться честно, Алексей Михайлович, это очень не раз, так скажем, знак протеста, наверное, не знаю, но нет никаких проблем, претензий к кому, но я не хочу в этом участвовать. Он не поехал, я в итоге с Владимиром Ильичем сам сели, вдвоем со мной прилетели и провел этот бой с Максвеллом. Не просто мне было, потому что я представьте, провел сейчас все силы отдал, чтобы стать чемпионом мира. И потом прошло буквально 3 недели, я уже все перегружен в этом бою был. Сложная рабочая победа. И после этого, это бой с Хуан Наварро, день рождения Сталина. Этот бой был 21 декабря. И да, там готовился на сборах в Чехии. Брат мой тоже боксировал в тот вечер. Тоже очень хорошего Фрэнсиса Чеки выиграл, хорошего боксера. В общем, я хорошо ему накидал, рефери остановил бой. Ну, держал удар. Но, честно говоря, когда мы сдавали допинг-контроль после боя, он даже разговаривать нормально не мог. Он так как будто плывет, весь такой, он сидит. Потому что столько ударов он выпускал в том бою. Ну что, я очень хотел стать чемпионом. В том году сколько всего собрал. Все чемпионские пояса за 1 год. Очень активный год был.